21 сентября Путин объявил о начале так называемой частичной мобилизации. После ее объявления Россию покинули по разным оценкам от 600 тысяч до миллиона человек. Но большинство россиян и россиянок по разным причинам никуда не уехали. Многие из них добровольно или насильно оказались в военкоматах и отправились на войну. Указ о мобилизации, подписанный Путиным, никаких критериев частичности не зафиксировал, а значит, мобилизация должна была затронуть всех одинаково. Так ли это было на самом деле? Мы изучили данные из открытых источников и поговорили с экспертами, чтобы разобраться в этом и понять, кого государство отправляет на фронт в первую очередь. 21 сентября министр обороны Шойгу в интервью телеканалу «Россия-24» сказал, что на фронт будут отправлены люди, имеющие военную подготовку, военно-учетную специальность или боевой опыт. Эти критерии так и остались только на словах. В официальном указе не объяснялось, кого на практике можно или нельзя мобилизовать на войну. Особое внимание общественности привлек 7-й пункт указа. Журналисты заметили, что в документе его просто нет. Позднее пресс-секретарь Путина Песков объяснил, что 7-й пункт касается количества людей, которые могут быть мобилизованы, и это засекреченная информация. Поползли слухи, что цифра в 300 тысяч мобилизованных занижена, и что в этом пункте может идти речь больше, чем о миллионе призывников. Когда повестки стали приходить всем подряд, даже мужчинам и женщинам, негодным по здоровью, людям без опыта воинской службы и многодетным родителям, стало понятно, что частичная мобилизация оказалась примером классического путинского новояза, когда власть говорит одно, а имеет в виду другое, оставляя себе больше пространства для маневра в случае претензий или вопросов. Точная информация о том, сколько, где и кого именно мобилизовали, остается загадкой. Даже после формального завершения мобилизации подробной статистики ни федеральные, ни региональные власти не предоставили. В конце октября Шойгу лишь заявил, что мобилизационное задание в 300 тысяч человек выполнено. При этом официального указа о завершении мобилизации Путин так и не подписал, сославшись на то, что в этом нет необходимости. Правозащитники считают, что мобилизация будет продолжаться и дальше, столько, сколько будет необходимо властям. Медиапроекту «Важные истории» совместно с волонтерами Conflict Intelligence Team удалось собрать цифры из 56 регионов России, то есть 2/3 страны, а также из оккупированных Крыма и Севастополя. Согласно их данным, только за месяц мобилизации в этих регионах призвали 230,5 тысяч человек. Данных по остальным месяцам и по оставшейся трети страны пока нет. Согласно исследованию, самый высокий процент мобилизованных от общего количества жителей, находящихся в резерве, наблюдается в Красноярском крае, Севастополе, Бурятии, Ульяновской области, Дагестане и Калмыкии. Получается, в основном от массовой мобилизации пострадали те регионы России, в которых проживают национальные меньшинства. Варфоломеевская ночь в Бурятии. Так Виктория Молодаева, вице-президентка фонда «Свободная Бурятия», назвала первую ночь после объявления мобилизации. По словам сотрудников фонда, в первые часы им стали присылать десятки сообщений о массовой мобилизации мужчин, особенно в бурятских селах. Телеграм-канал «Сердитая Чувашия» также заявил о массовой мобилизации сельского, преимущественно чувашского населения республики. Региональные активисты и активистки стали все громче говорить о непропорциональной мобилизации как о форме этнических чисток. В принципе, то, что мы наблюдаем с самого начала, мы видим, что, скажем так, если ты принадлежишь к любому национальному меньшинству, там, да, если ты не этнический русский, то у тебя уже автоматически вероятность погибнуть на этой войне будет где-то в 1,7 раза больше, если вообще любое этническое меньшинство, да, а вот если ты при этом еще азиат, то есть если ты бурят, тувинец или казах, то там будет во много раз больше вероятность. Однако и исследовательницы, и журналистки, и сами активистки подчеркивают, что мобилизация происходит непропорционально не только по национальному, но и по классовому признаку. Сопоставляя данные о количестве призванных с экономическими показателями региона, журналисты важных историй и волонтеры Conflict Intelligence Team пришли к выводу, что мобилизация в первую очередь коснулась бедных регионов, а среди них есть как национальные республики и регионы, так и субъекты, которые считаются преимущественно русскими. Например, в лидерах по количеству выписанных повесток оказался Красноярский край, а доля русских там, по данным переписи 2010 года, составляет более 91%. Мобилизация, призыв происходит в таких бедных районах. Не только бедных в экономическом смысле, да, что вот они у них там нету доходов, но и просто в доступе, допустим, к мобильности. Вот объявили призыв, да, и, условно говоря, москвичи уехали. Или там доступ к медицине, да, где-нибудь там призвали, он может быть больной, но нет вот этих вот медицинских учреждений, где человек придет, и ему дадут справку, что он больной. Он неравный доступ. И понятно, что
Часто доступ вот такой ограниченный в тех регионах, где проживают какие-то этнические меньшинства. О том, что благосостояние региона и его этнический состав взаимосвязаны, говорит и Мария Вьюшкова из фонда «Свободная Бурятия». Но это неудивительно, потому что сверхцентрализация в России, она же имеет не только политический характер, она, конечно, имеет еще и экономический характер. Если есть какие-то экономические возможности, они есть либо в Москве, либо в каких-то крупных городах. И я считаю, что да, это проявление, в общем-то, колониальной политики по отношению к малым народам. Причем это, знаете, это даже не неоколониализм, да, которым, допустим, считается, что развитые страны грешат в 21 веке. Нет, это прямо вот такой вот классический колониализм из 19 века, описанный тем же самым нашим Редьярдом, нашим Киплингом, да? Абсолютно то же самое. Бремя белого человека. Ощущение такое, что там отношения действительно как колония, откуда выкачиваются ресурсы, в том числе и людские, да, а взамен ничего не поступает. Просто вот такая односторонняя эксплуатация. По сути, нам нужны ваши земли и ресурсы, но без вас самих, по сути. Другим важным фактором, объясняющим и масштабную мобилизацию, и высокую смертность среди представителей конкретного региона, является наличие воинских частей. В Бурятии, например, там просто самые вот такие, как сказать-то, вот, которые в первую очередь идут в расход, это вот ВДВшники, да, и танкисты. И вот там как раз 3 основных подразделения, из них как раз одно это бригада, 11-я бригада ВДВ, и второе это 5-я танковая бригада. То есть, возможно, просто с такими вещами связано. Непонятно. Так кого же все-таки мобилизуют? По словам Сергея Абашина, во-первых, профессиональных военных, подписавших контракт. Во-вторых, тех, чья смерть не вызовет сочувствия у большинства, а значит, не вызовет недовольства и протестов. Это заключенные, мигранты, которых то привлекали гражданством, то под пытками заставляли подписывать контракты на военную службу. Как открыто написала в своем фейсбуке Екатерина Винокурова, бывший член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, Собянин спасает москвичей за счет мигрантов. Очень крутой административный ход. На фронте теми, на кого не распространяется эмпатия, могут стать батальоны, сформированные в национальных республиках, как это случилось с 5-м танковым батальоном из Бурятии. При этом, как и в этническом составе самой республики, в этом батальоне преобладают русские. Такое ощущение, что военное командование российское считает, что определенные там войсковые части, подразделения можно пускать в расход легче, чем остальные. То есть они как-то обладают то ли меньшей ценностью. Да, мы видим в течение всего этого времени, как это вот российское вторжение 22 года продолжается, что 5-я танковая бригада, где больше всего, где самая большая доля бурят от личного состава вообще среди всех российских подразделений. Вот 5-я танковая бригада, она, конечно, используется на самых опасных направлениях, где больше всего погибает людей. Это мы видим постоянно. Социально-экономическое неравенство привело к непропорциональной мобилизации самых бедных и бесправных групп общества и больно ударило по национальным меньшинствам страны, многие из которых с момента присоединения своих республик и регионов к России так и не смогли добиться для себя уровня жизни, сопоставимого с благополучием центра. Война и мобилизация обострили этот кризис, а в кризисное время люди склонны объединяться. Инициативные группы вроде Фонда Свободной Бурятии, Азиатов России, Саха против войны и Акбузат отчетливо формулируют и транслируют свою этническую идентичность. По мнению Сергея Абашина, такие очаги регионального активизма свидетельствуют о возрастающем в обществе требовании децентрализации и большей федерализации страны. Хотят или не хотят власти такого развития событий, этот процесс уже не остановить. Децентрализация неизбежна, вопрос остается лишь в степени радикальности требований.